Стобашенная волшебная Прага – настоящая жемчужина в сердце Европы. Эти слова подтвердят все, кто там побывал. Сказочно красивый компактный центр Праги изобилует огромным количеством живописных мест и уголков. В начале прогулки попадаем на Пражскую набережную, и перед нами открывается великолепная панорама Старой Праги с большим количеством красивейших мостов. И вот чудо, в необычайно чистом европейском городе, где вы не встретите ни одной бродячей собаки, на берегу Влтавы мирно плавают дикие лебеди, совершенно не боясь людей. Как это здорово, как это умиротворяет. Ты начинаешь всерьез верить, что попал в сказку. О Праге можно говорить бесконечно, но прежде всего это исторический памятник прошлой эпохи, поскольку ни в одном другом европейском городе не сохранилось так много прекрасной старины. Как ни странно, эта старина успешно соседствует с современностью. Рядом с Карловым мостом мы видим фонтан эпатажного чешского скульптора Давида Черны «Писающие мужчины». Скульптурный фонтан установлен во дворе музея писателя Франца Кафки в 2004 году. Двое бронзовых мужчин стоят друг напротив друга в ванной, напоминающей своими очертаниями Чешскую республику. Высота фонтанных скульптур чуть более 2 метров. Фигуры не просто льют воду, а выписывают струями те слова, которые любой из посетителей может отправить смс-кой на указанный телефонный номер. Скульптуры Черны часто имеют сатирический подтекст. Каждый решает сам, на что намекал скульптор. Кстати, Кафка писал об абсурде нашего мира. И вот выходим на чудесный Карлов мост. Интересно, что время закладки моста было определено астрологами. По мнению средневековых астрологов, 9 июля 1357 года в 5 часов и 31 минуту было самым благоприятным временем. Именно тогда император Карл IV положил первый камень моста. Мост и Староместскую мостовую башню построил архитектор Петр Парлер. Мост открыли в 1383 году, но его достройка продолжалась вплоть до начала 15 века. Мост длиной 520 метров опирается на 16 арок и является одним из самых длинных мостов средневековой Европы. 2 башни на концах моста свидетельствуют о его важном стратегическом значении. На малостранской стороне моста находятся 2 башни. Более низкая романская, построенная до 1135 года, она была частью укреплений ранее существовавшего моста. Позже башню перестроили в ренессансном стиле. Более высокая башня, построенная в 1464 году, была двойником Староместской башни, стоящей на противоположном берегу. Сначала единственным оформлением моста был простой крест. Сейчас мост украшает 30 скульптур. Большинство их было создано в конце 17 и начале 18 веков. Это целая скульптурная галерея под открытым небом. Самым древним является распятие в скульптурной группе Голгофа. Бронзовая скульптура Христа была отлита в Дрездене в 1629 году. Больше всего посетителей привлекает скульптура святого Яна Непомуцкого, покровителя моста, установленная в 1683 году. По легенде, Непомуцкий умер под пытками, так и не выдав тайн своего патрона-архиепископа, с которым поспорил король Вацлав IV. Тело убиенного якобы сбросили во Влтаву с моста. Существует поверье, что нужно потереть рельеф на пьедестале памятника и загадать желание. Тогда оно непременно сбудется. В 2007 году я загадал желание вновь возвратиться в Прагу. И вот я снова здесь. Староместская мостовая башня отличается богатством скульптурного оформления. Ее восточный фасад прославляет основателя моста императора Карла IV. Фигуры правителей Карла IV и его сына Вацлава IV, а также святого Вита дополняют скульптуры покровителей Чехии. Раньше в башне были ворота, которые закрывались железной решеткой. Они защищали от проникновения в город немецких и шведских захватчиков. Возле мостовой башни расположена статуя Карла IV. Рядом церковь святого Франциска с монастырем крестоносцев. Церковь построена по проекту архитектора Мате. В нишах фасада и на карнизе расположены скульптуры. Сейчас церковь принадлежит единственному чешскому монашескому ордену, возникшему в 1234 году как братство госпитальеров. Главным назначением ордена была работа в госпиталях, а также забота о мосте. По переплетению улочек и небольших площадей направляемся на Староместскую площадь. Старое место возникло в IX веке. На правом берегу Влтавы, вокруг огороженного рынка, в то время возникли поселения. Тогдашние правители построили около рынка огороженный двор, который назвали Тыном, а около него таможню для иностранных купцов. Благодаря торговле купеческие поселения росли и богатели. Король Вацлав I дал им права и привилегии города. По его приказу город был обнесен укреплениями и окружен рвом с водой.
Малая площадь возникла в XIII веке путем отделения от Староместского рынка. С XVII века она стала называться Малым рынком. Богатство жителей Старого Места положительно отразилось на благоустройстве города. Сначала они построили романскую церковь, посвященную святому Микулашу, и школу. В 1338 году король Ян Люксембург разрешил купцам построить ратушу. Ее основой стал дом в центре рынка, укрепленный небольшой башней. Около 1350 года, в период правления Карла IV, началось строительство большой башни с эркерной капеллой. В начале 15 века башня на южной стороне была украшена астрономическими часами, которые до сих пор не потеряли своей уникальности. Ратуша неоднократно расширялась и перестраивалась, и сейчас представляет собой комплекс из 5 домов. Астрономические часы ратуши были созданы часовщиком Микулашем из Кадани и астрономом Яном Шинделем. Они установлены в 1410 году. Около 1490 года эти чудесные часы отремонтировал и дополнил мастер Януш из Розы. До этого времени ничего подобного в Европе не существовало. Фигуры апостолов, которые каждый час перемещаются в окне часов, были созданы в 17 веке. В 19 веке был произведен генеральный ремонт часов и установлена новая календарная доска. Часы – это не только движущиеся фигурки 6 апостолов, но и астрономия. Они показывают годы, месяцы, дни и часы. Также время восхода и захода Солнца, Луны, положение знаков зодиака. Особенностью циферблата является центральное положение Земли, вокруг которой вращается Солнце. По сторонам от циферблата, состоящего из 2 частей, расположены аллегорические фигуры, олицетворяющие смерть, наслаждение, жадность и щегольство. Они напоминают о людских пороках. Сейчас на Староместской площади находятся 2 храма – барочный Святого Микулаша и готический Тынский. По своему значению храм Девы Марии перед Тыном является вторым в Праге после собора Святого Вита. Он стоит на месте романской церкви, построенной в Тыне для иностранных купцов. 2 башни собора высотой 80 метров украшены 4 небольшими пинаклями. Между башнями расположен позднеготический фронтон. Это здание совершенно сказочное, без всякого преувеличения. Памятник Яну Гусу на площади создал скульптор Владислав Шалоун. Напомню, что Ян Гус – чешский проповедник и идеолог чешской реформации. В Чехии он является национальным героем. Некоторое время Гус был священником и ректором Пражского университета. Храм Святого Микулаша на Староместской площади ранее был готическим. Около него в 1635 году был построен монастырь ордена бенедиктинцев. С 1732 по 1735 годы храм перестроили в стиле зрелого барокко. Поскольку фасад храма выходил на узкую улочку еврейского города, его декор был относительно скромным, зато бок храма, обращенный к площади, отличается богатством оформления. Пройдя далее, видим церковь Святого Галена, основанную в 1232 году. Сначала это была приходская церковь так называемого Галенова города. К XIV веку церковь перестроили в готическом стиле. Еще дальше Каролинум, старейшее в Праге здание университета. Для его создания Карл IV в 1348 году издал учредительную грамоту, но собственного здания у университета не было. Лишь 40 лет спустя король Вацлав IV подарил университету новый дом управляющего монетным двором. Ставовский театр был построен в 1783 году по проекту архитектора Франца Ностица в духе классицизма. После этого театр был куплен чешскими сословиями. В январе 1787 года здешняя публика восторженно встретила оперу Моцарта «Свадьба Фигаро». В октябре того же года в театре состоялась премьера оперы Моцарта «Дон Жуан», причем оркестром дирижировал сам автор. У входа в сословный театр на постаменте сидит пустой плащ с капюшоном. Под капюшоном зияющая пустота. Этот памятник чаще всего называют «Человек без лица». Автор необычной скульптуры – чешская художница и скульптор Анна Храми, которая посвятила свое творение опере Моцарта «Дон Жуан». Фигура олицетворяет бестелесный дух командора, явившегося с того света для мщения. В старом месте Праги еще много прекрасных зданий. Например, Пороховая башня. Ее высота 65 метров. Сначала она называлась Новая башня и была построена Матвеем Рейсиком на средства города. Эта башня создана на месте более старой башни, бывшей частью староместских укреплений. Образцом для строительства новой башни послужила Староместская мостовая башня. Башню строили, когда по соседству вырастал Королевский двор, но она так и осталась недостроенной.
Во время осады Праги прусскими войсками в 1757 году башня была превращена в пороховой склад и сильно пострадала. Позже ее реконструировали, но название «пороховая» так и закрепилось. Рядом с башней общественный дом столицы. Здание построено в 1905-1911 годах по проекту Антонина Большашенко и Освальда Поливки. Раньше на этом месте находился Королевский двор, резиденция чешских королей. Она была построена Вацлавом IV после пожара в Пражском граде. Архитектура построенного здесь общественного дома дополнена произведениями лучших художников того времени. В частности, под куполом здания видим большую мозаику «Честь Праги», выполненную по эскизам Карела Шпилара. Кстати, рядом с общественным домом на площади Республики расположен крупный торговый центр «Палладиум», экстерьер здания розового цвета. Там можно вкусно и относительно дешево поесть. Прага красива всегда, но при разной погоде и различном освещении вид города сильно изменяется. Мне особенно нравится вечерняя Прага, еще больше ночная. Тогда город становится загадочным и романтичным. Можно снова пройтись по уже знакомым местам, но увидеть их совершенно другими глазами. Одним из самых оживленных уголков города есть Вацлавская площадь. По сути, это широченный бульвар. Ее длина 750 метров, ширина 60 метров. Площадь была одним из 3 центров нового места, основанного Карлом IV и связующим звеном между старым и новым местом. Тогда она называлась Конным рынком. На месте современного национального музея стояли ворота Святого Прокопия или Конные ворота. Сейчас Вацлавская площадь – главная пражская артерия. Первоначальному назначению быть рынком площадь не изменила. Торговая деятельность лишь была перенесена с улицы внутрь богатых зданий. По обеим сторонам площадь обрамлена репрезентативными домами с многочисленными магазинами, ресторанами, кафе, местами развлечений. Эта площадь также была местом проведения общественных и политических форумов. И сегодня у конной скульптуры князя Вацлава Святого проходят различные акции, в том числе посвященные памяти жертв тоталитарного режима. Вечером на площади тоже много людей. Интересно смотрятся фонтанчики с подсветкой. Также можно увидеть вечернее шоу, которое в надежде заработать представляет молодежь. Как видите, в Праге никогда не скучно. Ни днем, ни вечером. В следующем видео я покажу район Грачаны с крепостью, Пражским градом, Королевским дворцом и громадным собором Святого Вита. Подпишитесь, чтобы не пропустить.